Подробно изучая материалы многих пропавших экспедиций, я невольно прихожу к выводу, что все это на самом деле очень странно. Но, как обычно, все объясняют довольно просто. Так ли все просто на самом деле? Давайте посмотрим с вами на самые таинственные и необъяснимые случаи. Всем привет! С вами Финемор. Гибель группы Игоря Дятлова – самый известный, но далеко не самый загадочный случай необъяснимой гибели туристов. Любой альпинист или турист со стажем скажет вам, что мир вдали от шумных городов хранит немало тайн и мрачных историй, вопросы которые так и остались без ответа. В ночь с 1 на 2 февраля 1959 года на Северном Урале на перевале между горой Холод-Чахль и безымянной высотой 905 пропала туристическая группа под руководством Игоря Дятлова. Туристы так и не вернулись из своего похода. Лишь спустя некоторое время их тела были все же найдены. Все погибли мучительной смертью, но до сих пор неизвестны ни обстоятельства случившегося, ни конкретные причины происшедшего. Есть еще очень много страшных историй, произошедших с туристами, вдали от привычной шумной цивилизации. Внезапное сумасшествие, приступы галлюцинаций, панический ужас не исключение. А также просто бесследное исчезновение целых групп. Об этом вам скажет любой опытный альпинист или турист. О том, что горы хранят немало своих таинственных и мрачных историй. 60 лет назад в Уральских горах погибла группа Игоря Дятлова. Версии, почему это произошло, не кончатся, видимо, никогда. Бегство из палатки посреди зимней ночи без одежды, травмы и следы радиации на их телах. Все это объясняют чем угодно, начиная от массового психоза, заканчивая происками секретных служб, иностранных шпионов, а также нападением инопланетян. Но история этой группы не единственный странный случай, когда туристы или профессиональные скалолазы гибли при довольно странных обстоятельствах. Они, конечно, не столь широко известны, как гибель группы Дятлова, но эти трагедии тоже оставили после себя очень много вопросов. Зимой 1959 года группа из турклуба Уральского политехнического института отправилась в поход. Под руководством Игоря Дятлова было 9 человек. Позже один из них из-за болезни не смог продолжать намеченный путь, благодаря чему он и остался в живых. Свою последнюю остановку дятловцы сделали на горе Холод-Чахль. Символично, но на языке манси это звучит как «гора мертвецов». Подробности этой истории просто холодят кровь. Не случайно поход дятловцев стал объектом для исследования по всему миру. О нем часто пишут статьи, книги, снимают даже кино. Энтузиасты по сей день штурмуют этот перевал в надежде найти ответы на вопросы. Что же на самом деле случилось тогда с ребятами? Летом прошлого года рядом с маршрутом группы Дятлова прошли пермские студенты. Любопытно, но на определенном участке этой трассы молодые люди заметили некую загадочную магнитную аномалию. Когда мы подошли к этому обычному на первый взгляд месту, резко испортилась погода, опустился туман, и пришлось идти только по показаниям компаса, практически вслепую, рассказывает один из участников группы. В какой-то момент я заметил, что стрелка моего компаса показывает на одну и ту же точку, но точно не на север. Чтобы окончательно не потеряться в пространстве, мы стали ориентироваться по спутниковому навигатору. Стрелка компаса вновь пришла в движение, лишь тогда, когда мы достаточно далеко отошли от этого странного места. Однако, многие никак не связывают эту магнитную аномалию с мистикой. По их версии, в горах большие залежи железной руды, которые влияют на стрелку компаса, поэтому похожие истории в подобных местах, увы, не редкость. Несмотря на мистический ужас, который вселяет эта история, тропа дятловцев становится все популярнее для отважных туристов. Кто знает, возможно, кто-то откроет тайну, что там действительно могло произойти. Есть еще одна интересная история о незаконченной экспедиции Святой Анны. Вероятно, у поговорки «женщина на корабле к беде» есть вполне реальные корни. 20-летняя Ерминия Жданка, дочь известного гидрографа, собиралась прокатиться на шхуне «Святая Анна» вокруг скандинавского полуострова до Александровска в
Сокольском заливе вместе с другом семьи Баренцевым. После этого девушка планировала вернуться домой к папеньке. Однако этому не суждено было сбыться. В Александровске экспедиция выяснила, что для плавания не хватает несколько человек, также нет врача. Ерминия, которая еще во времена русско-японской войны обучалась на сестру милосердия и очень мечтала попасть на фронт, заявила, что не покинет корабль и готова плыть дальше. «Чувствую, что поступила, как должна была, а там будь что будет», – написала она отцу. Зимой 1912 года шхуна вросла в лед. Весной 1913 вмерзший корабль понесло в ледовитый океан. Даже летом, когда появились полыньи, льдина не отпустила своих пленников. Началась поневоле вторая зимовка. К тому моменту штурман Валерьян Альбанов и капитан Георгий Брусилов поссорились, и Альбанов перестал выполнять свои прямые обязанности. В январе 1914 года он попросил разрешения сойти с корабля, закованного в ледяной панцирь, и заявил, что сам доберется до цивилизации. Однако к нему присоединились еще 13 человек из команды. К слову, на шхуне было всего 24 моряка. До мыса Флоры дошли только двое – штурман Альбанов и матрос Конрад. Случилось действительно чудо, их подобрал проходивший мимо корабль. Остальные 11 человек, отправившиеся в опасное путешествие, просто погибли во льдах. В России Альбанов отправил рапорт Брусилова и выписку из судового журнала вместе со всеми документами, находившихся на борту Святой Анны моряков, в гидрографическое управление. Интересно, но в своей книге Альбанов писал о письмах, которые передали с ним оставшиеся на Святой Анне люди. Но по какой-то загадочной причине до адресатов эти письма так и не дошли. После экспедиции Альбанов и Конрад ни разу не говорили друг с другом. Альбанов еще много лет пытался организовать спасательно-поисковую операцию, но все было тщетно. Конрад резко изменил свою жизнь, поменял работу и о плавании старался никогда больше не вспоминать. Он отказывался говорить с родственниками участников экспедиции и лишь однажды отужинал с братом Георгия Брусилова Сергеем, приехавшим к нему в Архангельск в середине 30-х. Провожая гостя в темноте, он вдруг пристально посмотрел в его лицо и закричал: «Но я в тебя не стрелял, не стрелял». Выяснить, что он имел в виду, никому не удалось. Корабль Брусилова с оставшимися людьми на борту так и не был найден. Гибель группы из 7 человек под руководством опытной Людмилы Коровиной, мастера спорта по туризму, также вызывает очень много вопросов. 2 августа 1993 года группа выдвинулась на маршрут по хребту Хамар-Дабан. С погодой им не повезло. Над горами лили холодные дожди вперемешку со снегом. Тем не менее, группа шла относительно нормально до 5 августа. Тот день не смогли пережить 6 из 7 человек, бывшие в группе. Единственная выжившая, 17-летняя Валентина Уточенко, позже писала в объяснительной записке, что во время сложного спуска почти вслепую одному из них стало плохо, изо рта пошла пена, кровь из ушей, а вскоре те же симптомы появились у остальных. 6 человек умерли почти одновременно. Перед этим они катались по земле, рвали на себе одежду, хватаясь за горло. Девушка осталась совсем одна. Почти без сознания она спускалась с горы, ориентируясь на линии электропередач. Дошла до реки, где ее заметили и спасли туристы на катамаранах. Причиной смерти группы стало переохлаждение, и у них был обнаружен отек легких и белковая дистрофия, симптом недоедания. Но известные факты не объясняют этого всего. Почему Коровина изначально вела группу по безлесым верховьям гор, когда туристы могли спускаться ниже, в лесистые отроги, где проще развести костер и согреться? Что вызвало страшные симптомы с кровотечением? Откуда взялась белковая дистрофия, если выжившая говорит, что питались они хорошо? Как 6 выносливых туристов скончались в считанные минуты? Почему 7-я участница группы осталась в живых? Сама Уточенко спустя годы списывает собственное выживание на хорошую физическую подготовку и предпочитает не вспоминать больше об этом страшном случае на горе. Гибель группы Шатаевой. Группа Эльвиры Шатаевой состояла из профессиональных альпинисток, но и гора, которую они собирались покорять, была куда выше. Шатаева – мастер спорта и одна из самых известных альпинисток СССР. Она поставила амбициозную задачу – покорить 7000-ник в составе группы,
полностью состоящий из женщин. На тот момент этот шаг был беспрецедентный. Шатаева и ее семерка взошли на пик Ленина 5 августа, о чем и сообщила базовому лагерю у подножья горы. Там поздравили спортсменок с удачным восхождением, но радоваться было рано. Вечером 5 августа при спуске погода испортилась, и группа Шатаевой решила заночевать на склоне. На следующий день ветер усилился, спускаться было очень опасно. Но Шатаева сообщила: у нас заболела одна участница. Ее рвет после приема пищи уже около суток. Боясь осложнений, база посоветовала им немедленно спускаться вниз. 7 августа во время спуска на склон обрушился ураган. В горах это еще более страшное явление, чем на равнине. Ураган унес вещи, разнес палатки. По словам Шатаевой, в нем погибли 2 участницы. Еще одна, видимо заболевшая, умерла до его начала. Оставшиеся в живых, без теплых вещей и оборудования, оказались ловушки. Соседние группы альпинистов рвались им на помощь, но из-за продолжавшегося урагана они не успели добраться к ним. Последнее сообщение, переданное уже не Шатаевой, а другой альпинисткой, сообщалось: нас осталось только 2. Сил никаких больше нет. Через 15-20 минут нас не будет в живых. И действительно, группа Шатаевой погибла в полном составе. Загадок в этом трагическом случае на первый взгляд совсем немного. Однако стоит обратить особое внимание на некоторые несостыковки, появившиеся при осмотре лагеря, где были найдены тела. На одной из панорамных фотографий ясно виден камень и стоящий на нем котелок. Ураган свалил бы его с камня. Порванные палатки, не было там таких ураганов, чтобы они смогли порвать застегнутую палатку. Порвать ее может только человек в припадке истерики или паники. Непонятным еще осталось, что за болезнь поразила лагерь, и действительно ли от нее погибла первая жертва. Один из альпинистов спасательной группы, услышав выдвигаемую версию, ясно сказал, что там было все не так. Впрочем, ничего подробнее из этих слов разузнать, увы, не удалось, и теперь уже вряд ли получится. В конце 50-х годов в Хабинах появились первые альпинистско-туристические группы, маршруты которых пролегали и по Лавозерской тундре. Альпинистов привлекал пик Ангвундасчор. Интересно, но покорить его до сих пор никому не удалось. Одно из восхождений закончилось гибелью 2 опытных альпинистов. Товарищи погибших бежали в ужасе из долины, бросив там трупы и все свое снаряжение. Внятно объяснить свой постыдный поступок они так и не смогли. Но говорили они о внезапно охватившем их чувстве дикого страха и о том, что в расщелине скалы они видели какое-то кошмарное существо. Именно это и побудило их бросить все и просто бежать оттуда. Летом 1965 года в Лавозерской тундре произошел первый необъяснимый случай гибели туристов. В долину ушла и не вернулась назначенный срок группа из 4 человек. Поиски пропавших были долгими и завершились с осенними заморозками. Удалось только обнаружить последнюю стоянку туристов, где валялась палатка, рюкзаки и 8 пар разорванных сапог. Затем нашлись и останки владельцев вещей. Причина их смерти так и осталась невыясненной. Другая трагедия произошла уже несколько лет спустя. На этот раз погибли 11 человек. Официальное следствие пришло к заключению о массовом отравлении грибами, хотя в состав группы входили довольно опытные туристы. Лето 2017 год. В том же районе, недалеко от Сейдозера, за пару дней туристы обнаружили 2 брошенные палатки. Вокруг были разбросаны все вещи: одежда, обувь, котелки, миски, будто кто-то что-то искал. Но людей там никаких не было. Также была найдена разорванная палатка в районе ручья Сейдуйе у Сейдозера, метрах в 50 от основной тропы. Внутри спальник, некоторая одежда в виде куртки, штанов, также посуда и обувь. Вторую палатку чуть ранее нашли в этом же районе. Вещи, еда, примерно на 2 человек и никаких признаков людей вокруг. Поэтому, если собираетесь в интересное путешествие по дикой природе, никогда не забывайте о том, что она так и осталась неприрученной человеком. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.